Привет всем! Постоянные зрители, наверное, подумали, что это у нас перышки чистит Кеша, мой новый друг, который в последнее время ходит к нам. Но это не Кеша. Вот, смотрим, полная картина, полный кадр. Это у нас голубь и голубка. Опять пожаловали наши прошлогодние, которые приводили птенцов в прошлом году. Про что на канале есть видео многочисленные. Ну вот, они заявились. Без птенцов, они, по идее, у них перерыв в этом году. Не появлялись довольно долго, их около месяца не было. Но все лебеди тусуются на поле в заповеднике. В заповеднике там через дорогу есть поле, которое засадили чем-то настолько вкусным, что все лебеди там щиплют травку какую-то очень вкусную. Надо посмотреть, что за трава. А у нас наши утки сидят, которые постоянно. И вот голубь с голубкой пришли спросить, что у нас тут нового. Пойдем, пошли, не поднимайся наверх. Пошли. Давай. Ну, я, разумеется, с собой взял. Я взял горошки новые, сухой корм и хлеб. А потому что сухой корм, вот этот последний, как-то не пользуется ни у лебедей, ни у уток популярностью. А старый, добрый, проверенный сухой корм пока не пришел. Звонил на компанию, сказали, что уже отправили. Ну, в понедельник, может быть, в понедельник доставят. А пока просто катастрофа. Вот этот новый сухой корм, который с люцерной, есть, почему-то они отказываются. Вот сейчас попробуем, я его еще не давал. Голубям моим не давал пока. Ну вот попробуем на них проверить, будут ли они его есть. Ну вот, куда ты идешь, дорогой? Топчешь мне тут все. Траекторию соблюдай. Где они были вот все это время? Ну, не знаю. Ну, слава богу, с ними все в порядке. Утки первые. Утки, кстати, очень четко держат свою территорию. Я регулярно наблюдаю, как они гоняют всяких натрапников. Сейчас проверим, как вам новые горошки понравятся. Вы их еще не пробовали. Ну, давай еще 2 шага, да. О. Все, и любопытствует, что я там для него приготовил. Ну, ты меня за руку-то не цапай. Ну, давай. Ладно, вот момент истины. Посмотрим. Ага. Попробовала и явно не понравилось. Ну, что-то не то с этим кормом. Удивительно. Вся разница в наличии люцерны. Люцерну лебеди едят с удовольствием. Но вот как-то так. А вот смотрите, это у нас лысуха, которая в немецком варианте это водная курица в дословном переводе. А еще у нее есть название камышница. Вот камышница ей подходит великолепно. Она все время в камышах, и она интересно ест. Хватает кусок и уносит в камыши, и там уже ест. И ты идешь, да? Да, вот убеждаюсь, что голубке тоже не нравится. Ну, я смотрю, вам тоже как-то не особо не нравится. Да, без энтузиазма. Вот это ты оживился, да? Оживился. Ну, ты тоже на. Приходится давать им сразу десерт. Я смотрю, утки тоже оживились. Ну да, свежий хлебушек, они, конечно... Это нарезной хлеб, свежий. Стоит знаете, 1 евро 75 центов за вот такую упаковку. ну зачем пошла у них забирать-то? Ну, покупаем, пока нету сухого корма, который они едят. Даем понемножку хлеб. А мне продолжают писать ролик про «Друг лебедь привел лебедят», который там 1 200 000 просмотров. Продолжают писать там: вот, они там умрут от хлеба. Ну, ребята, вы не знаете, о чем пишете. Никакого вреда, как таковой продукт, хлеб, для птиц не имеет. Это научно доказано.
Вопрос в том, какой давать. Вот вы, когда хотите дать птице хлеб, вот посмотрите на этот кусок и подумайте, вы бы сами его стали есть или нет. Вот если это черствый, плесневелый, какая-то горбушка, давние, объедки какие-нибудь, вот не давайте его. Вы сами бы не стали его есть, не давайте его птицам. А так, если свежий, тонко нарезанный в воде хлеб, то он не вреден. Хлеб не полезен. Вот чисто на хлеб перевести, но и человека, если перевести чисто на хлеб, вот тоже ничего хорошего не будет. А здесь у птиц есть огромное количество еды. У кого-то привыкание, что они потом на зиму не улетят. Они не улетают. С нашего озера лебеди на зиму не улетают. Они зимуют здесь, наоборот, к нам прилетают. Поэтому про хлеб я давал ссылки и русскоязычные, и на английском, и швейцарское исследование. То есть вся вот эта мифология про вред кормления хлебом, она возникла еще в 18-19 век. Муниципалитеты городов просто в гигиенических целях распространяли вот это. Какой-то научной основы у этого нет абсолютно. Ладно, смотрим дальше. Это у нас новосел на участке. Купили тую, которая, по идее, должна стать 5-метровой. Ну, учитывая, что она там сантиметров по 20-30 в год растет, ждать 5 метров придется очень долго. А это у нас орхидеи. Вот снизу пылесос живет, он там, у него зарядное устройство, он сам приезжает, заряжается, потом выезжает, работает. А про орхидеи меня просили показать их. Вот я их показываю. Слева беленькая стоит у меня в кабинете. Она цветет постоянно нон-стоп и очень приятно пахнет. А если кто-то знает, как называются сорта, пожалуйста, напишите в комментариях, поделитесь какими-то советами своими, если вы занимаетесь орхидеями. Ну, вот этот цветок просто цветет нон-стоп. Нон-стоп. Мне это, в общем-то, нравится. Ну, запах тоже. По утру приходишь в кабинет, и он просто напоен вот этим ароматом. А вот этот красненький, я его в свое время чуть не заморил. Просто в Вене мы уехали в отпуск, и у него проблемы были с водой. Он потом не цвел 2 года. Ну, мне удалось его как бы оживить. Давал подкормку. Ну, как-то им занимались. И вот он уже 2-й раз цветет опять. Он стоит в зале на подоконнике. Ну, то есть он такой опять ожил и выглядит довольным. А сейчас у нас наши любимцы. Вот смотрите, это уникальная вещь. У нас художница Марина Притаманова. Она своих кошек рисует. То есть это не фотографии. Вот эта Зося, это рисунок. Посмотрите, тонкость исполнения вообще просто потрясающая. Конечно, вот это у нас кот Ники. Вот смотрите, как он нарисован. Характер. Просто вот все передано в деталях. Какая у нее роскошная такая шейка. Вот. И песик Лина. Тоже рисунок. Но это видно, что рисунок. А вот кошки, конечно, исполнены. Ну, филигранная работа. Спасибо, Марина, что нам такое показали. А сейчас у нас будет несколько котиков из приютов. Вот это Вася. Он сильно болел, таблеточки. Вот, ну, котика взяли. И у него сейчас нормальная жизнь. Его лечат, им занимаются. Это тоже из приюта Джек и Боня. Вот. Хозяйки это Татьяна и Таисия. Вот этих ребят взяли из приюта после операции. И дали им дом. И еще одна у нас кошка Эш. Тоже из того же самого приюта. Ну, то есть берут больных животных, которых выхаживают. А вот это тот самый приют. Берут, помогают животным, в общем-то лечат их. И потом подыскивают для них новых хозяев. Если кому-то интересно, пожалуйста, есть сайт организации. Вот это у нас красавчик Вилли. Тезка моего Вилли, он найденыш, тоже из приюта. Вот. И смотрите, какой красивый котик. Какие у него глазки.
А вот это у нас Фунтик и Банди. А Фунтик это такой голубоглазый, хозяйки Ирины Поповой. А это у нас Кесси, девочка на шаре, акробатка. Красота. А сейчас у нас будет Локи, хозяин Сергей Стельникович. Красивый котик. Вот это у нас просто потрясающее что-то. Маркиза, хозяйки Светланы. Посмотрите на этот взгляд, на эту позу. Это самая настоящая кошачья маркиза. А вот это у нас котик Тишка Ирины Кухаришиной и ее сына Саши. Тишку нашли на улице. Он был совсем больной, слабенький. Нашел его вот мальчик Саша. Саша принес его домой. Тишку выхаживали. Его долго выхаживали, вылечили. И сейчас он такой симпатичный, красивый котик вместе с Сашей. А вот это у нас рыжая банда хозяйки Екатерины. Томас и Рыжик. Рыжий конопатый. Но смотрится очень красиво вместе. И я бы хотел вас попросить по поводу наших любимцев. Если вы знаете породы котиков, которые я показываю, вот вы видите, да, вот это, например, британец, или, пожалуйста, в комментариях пишите, что, например, вот котик Тишка, он явно вот такой-то породы. Вот, а Томас и Рыжик, они вот такой породы. И некоторые свои комментарии, может быть, по поводу породы, если у вас такой котик, если вы знаете какие-то особенности содержания, пишите об этом, пожалуйста, в комментариях. На этом все. Желаю вам всего наилучшего и успехов вам!